Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике ресторан, в котором где-то когда-то мы уже были. Я, честно говоря, даже не помню, что мы здесь пробовали, но я помню одно. Мы здесь не пробовали огромное количество горшочков, которое здесь предоставлено. Поэтому сегодня у нас рыба в горшочках в огромном их количестве. Роман говорит, мы здесь чуть ли не 5 лет назад последний раз были, поэтому могу сказать следующее. Это, считай, как заново приехали. По ценам, если проходиться в этом ресторанчике, то я обнаруживаю следующее. Хорошие цены. Ребят, потому что, действительно, неплохие салаты, неплохие блюда, опять же, те же самые горшочки, которые вот мы здесь в огромном количестве в этом представительстве увидели и заказали недорого. 89, 99, 115. Это вполне себе, потому что если один человек с этого горшочка наедается, а я уверен, это так именно и будет, то это хорошая цена. Ты пришел, ты заказал себе напиток, заказал себе полноценное блюдо, у тебя вышло это, допустим, в 150 тысяч. Это замечательно и здорово, если ты смог в ресторане на эту сумму покушать. Дороже, конечно, блюда тоже существуют, но мы по ходу дела посмотрим. Супчики мне тоже очень нравятся, их огромное количество здесь. Может быть, мы сюда еще разочек как-нибудь заедем. А сейчас дожидаемся того, что они нам уже будут подносить, и начнем. Конечно же, начнем с салатиков. А они здесь достаточно симпатичные и представлены в двух вариантах. У нас это салат с листьями бок чой и, конечно же, Morning Glory. Не перестану всем всегда рекомендовать, в общем-то, эти оба салатика. Это здорово, это классно. Уже наметали нам на стол наши горшочки, которые будут в дальнейшем. Я смотрю, выглядит это неплохо. Посмотрим. Для начала чуть-чуть Morning Glory с чесночком и с прочим. И немножко бок чой. О, на чеснок они здесь, я смотрю, не жадничают. Молодцы. Я этому тоже очень рад. Вот так вот, для затравочки. А также у нас еще заказан и рисец отдельно. Вот такой вот горшочек, а здесь много риса, ребята. Стоит он 15 тысяч донгов. То есть, серьезно. 85, допустим, какая-то рыба, 15 тысяч донгов, плюс напиток, и ты просто на сотню с копейками наелся. Здорово. Абсолютно в этом уверен. Morning Glory. Это то, что нужно. Можно всегда попросить, ребята, приготовить без чеснока. Но вкус, на мой взгляд, Morning Glory и чеснок, они как будто рождены друг для друга. Это кайф и здорово. Что же касается салата бок чой. Я не зря заказал их два. Совершенно разный вкус. А самое главное, что я хочу отметить, это то, что приготовлено классно. Они остались хрустяшками, никаких претензий. Один раз, по-моему, Роман, мы с тобой как-то встретили момент, где Morning Glory был очень, как это сказать, соломеннообразный, когда ты кусаешь, а он старый, видимо, и прям разваливался. Знаешь, на солому его было сложно проживать. А в остальном везде, всегда к этим салатам welcome. Ну, кайф же. Никаких вопросов. Здорово. Я уж было собрался тут приступать к рыбке и к горшочкам, а на самом деле я забыл, что заказал еще и куриные хрящики. Стоят они 89 тысяч, что, на мой взгляд, для хрящиков куриных, конечно же, дороговато. Я уверен, вы со мной полностью согласитесь. Но здесь вот такого плана субпродукты, они в большом почете, и поэтому ценник за счет спроса просто здесь и вырастает. Давайте парочку штучек попробуем, потому что, на мой взгляд, это должно быть в кисло-сладком соусе. Приятно похрустеть. Мясо больше, чем хрящиков. Сладенько. Приятно, но, на мой взгляд, растушено настолько, что хрящик, он такой распадается. Я бы, может быть,
чуть-чуть больше даже хрустящий вариант хотел. Но это я просто сейчас попробовал. Именно из того, что вот мне попалось под палочки. Роман сейчас попробует другие, может тебе, Ром, получше, более хрустящий вариант попадется. На мой взгляд, смело можно заказывать. Другой вопрос, настолько ли вам это нравится, насколько дорого это стоит. 89 тысяч все-таки для такого субпродукта и для нашего человека, мне кажется, дороговато немножко. Роман, пробуй и говори. Как всегда, господа, напоминаю о том, что у меня существует Telegram, где выходит помимо небольших таких интересненьких постов, вот один из последних, например, просто забавный, Ромка запостил, и да, есть о чем поговорить. Во-вторых, в телеге существуют мои собственные контакты, где вы можете обратиться, если собрались во Вьетнам. Купили билеты, а все остальное, ребята, мы сделаем. Сделаем трансфер, сделаем поиск жилья, аренду байков, сим-карты, короче говоря, все, что хотите. Собрались во Вьетнам, вот моя телега, прекрасно пишите, без вопросов все организуем. Роман, говори свое мнение, а до меня дошли слухи, что здесь лук-то прям сырой. Ну, в целом, да. Лучок могли бы и подольше припустить, потому что, ну да, это практически сырой лук. Роман, по поводу самих же, по-английски это называется картриджи куриные. Мне понравился соус, а Да? сами хрящики, они по вкусу просто как мясо, потому что там мяса очень много. Хотелось бы хрящиков, когда заказываешь хрящики. Это, пожалуй, единственная, наверное, в природе претензия, когда заказываешь хрящики, хочется хрящики, а не мясо. Когда ты на рынке, наверное, покупаешь хрящики, а тебе куча мяса, тогда хорошо. А в данном случае, когда ты хочешь похрустеть, наверное, это небольшое разочарование. Опять же, наверное. В целом, Роман, соус вкусный, Да, мне соус понравился. все хорошо. По поводу цены, Ром. Цена хорошая, потому что во Вьетнаме, в Китае это очень ценится, этот продукт. И у курицы не так много этих хрящиков, поэтому курицы-то много надо, чтобы это блюдо получить. В принципе, я согласен, да. Суставов у нее хоть и хватает, и вот этот вот еще тоже хрящик присутствует. Здесь почему это ценится? Ну, потому что считается, что при поедании хрящевой ткани животных твоя собственная хрящевая ткань, значит, находится в полном порядке. Недаром здесь, вот Ромка не даст соврать, продаются вот эти вот ласточкины гнезда, которые делаются, птицы их делают из собственной слюны, и у них вот это вот коллагеновое вещество. И они космических денег стоят, и да, предполагается, что при их поедании у тебя с хрящиками, с твоими собственными, все будет в порядке. Я нигде не соврал, Роман? Да? И даже насчет цены. А там не подступись, там черная икра отдыхает. Серьезно. А это у нас, господа, рыба Коби в горшочке. Давайте вот так вот выложим и посмотрим на нее. Ну, это реберная часть. Давай вот так. Ром, ты какую? Тешу, либо другую часть? Ну, шкурку мы тоже с тобой, наверное, поделим. Я вот тешу бы съел, она пожирнее. А ты какую? А я вторую. А ты вот эту? Или тешу? Не? Вот эту? Да. Хорошо, не вопрос. Попробуем. И, ребят, напоминаю, у меня существует также еще Boosty и Patreon. Во-первых, помимо того, что там выходят ролики на день раньше, там еще выходят и небольшие дополнительные материалы. Они не специальные какие-то. Они, потому что я их не могу выложить на Ютубе. Меня просто заблокируют. А там интересные разговоры наши с Романом происходят на абсолютно разные темы. Ну и... А подписка там стоит от 150 рублей. А при этом вы получаете за эти 150 рублей доступ ко всему предыдущему материалу, который был уже, не знаю, многие годы там накоплен. У нас вокруг обзора там выходит уже 40 какой-то выпуск. Поэтому welcome, переходите, там уже много чего есть посмотреть. Для начала риса с подливочкой. Это мощно. Подливка, как обычно, крайний концентрат, потому что, ну, они так
делают здесь. Можно даже меньше заливать, ну, либо больше распределять его. Вкусно? Однозначно вкусно. Что же касается самой рыбки, а кости вроде почищены. Неплохо. На мой взгляд, неплохо, но всегда закрадывается какое-либо но. Дело в том, что Коби, да сама по себе рыба очень вкусная. Для нее вот такого ядреного соуса, на мой взгляд, не требуется. А следовательно, да какую угодно рыбу подавай, может быть, менее благородную, вот под таким соусом, было бы классно. Вкусно? Да. А вот то, что слегка подубили вкус самой рыбы, на мой взгляд, это небольшая ошибка. Это, знаете, как подать какого-нибудь вкусного хариуса и вместо сагудая растушить его и вот залить там чем-нибудь. Сагудай для хариуса – лучший вариант готовки. Роман, пробуй, и твое мнение. Следующее у нас будет сардинка. Я пока... Ну да, сардина, як сардина. Роман, рассказывай про Кобию, как они ее убили, а я отковыряю нам с тобой кусочек сардинки. Приготовлено максимально по-вьетнамски, как они любят, когда в соусе огромное количество сахара добавлено. А я бы все-таки предпочел, чтобы рыба была по вкусу больше в сторону соли, чем сахара. Угу. Поэтому мне вообще вот этот вариант не нравится, когда все зафигачивают килограммами сахара. С одной стороны, я с Романом полностью согласен в данном случае, потому что вкус рыбы действительно они подубили. Но что касается какой-нибудь рыбы простецкой, абсолютно, например, той же самой сардины, да, у нее существует свой собственный вкус, и сардина здесь, пожалуй, самая максимально популярная рыба. На всех рынках присутствует в огромном количестве, и консервы продаются, и свежая продается, и вяленая, и вся возможная сардина. И у нее есть свой собственный приятный вкус, но ее можно готовить ровно так же под любым соусом. И томатным, и чесночным, и устричным, и соевым, как угодно. Потому что у сардины очень мощный свой собственный вкус, и замаскировать его практически невозможно. Сейчас мы в этом и убедимся. Вроде косточки я так маломальски почистил. Нет, вот здесь вот осталось немного, давай уберем. Вот так. И попробуем. Угу. А вот это, ребят, другое совсем дело. К этой рыбе очень мощный соус крайне подходит. Поэтому, казалось бы, вот вы привыкли к сардинам в томате. Ну, вот в этих вот баночках, знаете, килька в томате, сардина в томате. Вот это практически то же самое, но это вкусно, потому что здесь соус более насыщенный. Конечно же, они едят это с рисом. У меня дома и теща очень часто покупает свежие вот эти сардинки. Долго и долго она их вытушивает в специальном соусе. Кстати, если хотите рецепт, как это делается, напишите в комментариях. Я просто приготовлю сардины. Другой вопрос, что у нас-то особенно ты не купишь этих даже замороженных, наверное, сардин. Я опять же не знаю. Меня смотрят люди из разных регионов, поэтому вот и напишите, если интересен такой рецепт. Я приготовлю это по-вьетнамски, и вы сможете повторить. По вкусу отлично. Вкус самой рыбы не убит. Он даже, можно сказать, более подчеркнутый, более ярко выраженный. К этой рыбе подходят очень мощные, классные соусы. Роман. Здесь соус уже на порядок лучше, потому что, опять же, что касается сахара. Сахара не так много, появилась острота, появилась соль. И вот это для рыбы уже подходит. Вот такой бы соус к предыдущей рыбе я бы предпочел. Ну, на мой взгляд, Коби он все равно убил. Но, тем не менее, вкус самой рыбы есть? Да? Соус вкусный? Да. Огонь. Что еще нужно? Так что, приезжая, например, сюда, даже если вы прекрасно знаете и знакомы с килькой в томате, сардинку попробуйте. Это вкусно. Поехали следующий. А теперь на очереди вот такие вот непонятные рыбешки. На мой взгляд, напоминает, ну, по крайней мере, по виду и по размеру нашего бьюна. Что это такое? Сейчас узнаем. Ну и чтобы распробовать не только рыбку, но еще и сам соус,
Я вот так вот чуть-чуть рисец им полью. Вот. Давай, где тут еще? Хорошо, хоть они не одинаковые, во все рыбы пихают. Это, по крайней мере, радует. Рисец, да, с вот этим рыбным соусом. О! Это совсем по-другому. Это мне больше грибной вкус напоминает. Интересно. Рыбку так и будем пробовать. Я не знаю, что там. Она, очевидно, не вскрыта. Все с кишочками, все вместе, как говорится. Стоит ли ее полностью съедать? Сейчас узнаем. Здесь, да нет, мягкая. Ну, я так сначала, со спинки. Ну, хребтина у нее довольно мощная, а вот само мясо очень нежное. Очень нежное. Кишочки горчат. А ну-ка попробуем. К сожалению, съесть ее так, как я предполагал, либо вместе с хребтинкой, либо очень аккуратно снять с хребтинки мясо у меня не получается. Но ко вкусу самой рыбы у меня не то, что нет претензий. Это очень вкусно. Другое дело, что она малюсенькая. И с ней придется поковыряться. Это вкусная рыбешка. Я, по-моему, вьюна пробовал. И, можно сказать, относительно и недавно. Но просто мне попалось там на нашей малюсенькой речушке, еще в России это было, 2 там или 3 штучки этого вьюна. И я, конечно же, не помню его на вкус. Но не исключено, что вот он ровно такой же. Это, знаете, на налима похоже. Вот по вкусу. Жирненький, нежный, приятный, классный вкус. На мой взгляд, это здорово. И огонь, просто эту рыбку хотелось бы покрупнее, чтобы поудобнее было съедать. В остальном у меня претензий нет. Это вкусная рыба. А вот Роман не исключено, что сейчас что-то добавит. Ну вот текстура мяса прикольная, мне понравилось, но я как не любитель местной пресноводной рыбы и не любитель этой рыбы оказался. В том числе. Ну хорошо, текстура хорошая с точки зрения удобства съедания. Не, больше мучений, чем ты удовольствие от еды получаешь. Ну мало мяса. И мяса мало, и костей много, и как-то приходится там... Костей только хребет, Ром. Ну, все равно они там есть. Ну, короче, неудобно есть. И... Короче говоря, если суммировать и мое мнение, и Романа в данном случае, то по поводу вкуса мы хоть, может быть, и не сошлись. Мне вкус самой рыбы тоже зашел. Тоже. Просто зашел. А вот что касается костей, удобства и количества мяса, тут я с Романом абсолютно полностью согласен. Для тех, кто любит поковыряться, заказать можно абсолютно точно. Если вы не любитель просто вот мяса вот так вот огромными ложками с какого-нибудь сама либо налима съедать. А здесь очень даже местная рыбешка. А мы приступаем к следующей. Здесь большой сом. А вот он и сом. Мы его здесь уже много раз пробовали. Я практически уверен, что это пангасиус. Тут вопросов практически у меня не возникает. С Романом сейчас вот так вот раз и поделимся. Раз и два. Вот они. Пара кусочков. Пангасиусом, господа, я уверен, никого из наших людей не удивишь. И филе-то у нас продается, и все прочее продается. Короче говоря, самятина. Сейчас я вот попытаюсь от реберных косточек вот так вот избавиться. Идите сюда. О. И тешу. Вот, еще одна затесалась. Попробовать. Как наиболее жирное, нежное мясо. То самое болото. По сравнению со всеми предыдущими рыбами. Когда здесь ешь, я понимаю Рому. Вернее, он еще не попробовал, но Рома сейчас скажет, ну да, это вкус болот. Прям конкретный такой. Мне просто все предыдущие рыбы
такой, о, это классно, это такая нежненькая. Даже вот этот вьюн такой симпатичный, ничего в нем такого нет. Вот это жесть. С точки зрения именно вкуса, да. И я должен сказать, что не весь пангасиус вот именно таким вкусом обладает. В зависимости от того, где его выращивают, ребят. Потому что есть нормальные, хорошие пруды. Например, у меня у самого эта рыба живет в пруду. И когда мы готовим его, никаких вопросов. Здесь, видимо, за ним не очень хорошо ухаживали. Этот вкус пангасиуса отличается от того, что мы пробовали до этого. Роме сейчас очень сильно не понравится, это я уверен. А в целом, да, сомик, просто очень болотистый. А у нас, когда филе пангасиуса продается, там кости остаются, интересно, нет? Я просто не знаю, напишите, пожалуйста. Там же здесь костей дофига, могли бы и филешку снять, и филешку готовить без костей, чтобы... В соме не так много костей, чтобы было сложно удалить. Как скажу, из сегодняшних всех рыб, которые мы попробовали, пожалуй, это самое менее вкусное. А теперь подождем, когда это Рома попробует. Я уже попробовал. Ты уже попробовал? А я не вижу, чтобы ты попробовал. Я микрокусочек попробовал. Ты попробуй нормально. Не, я нормально попробовал. Тогда бомби. Ну, что мне известно про эту рыбу, что она считается во Вьетнаме самой грязной рыбой, и она запрещена для ввоза в Россию, потому что не проходят всякие там... Почему это? В России проходит. продается ее дофига. И раньше продавался, и сейчас Из продается. Вьетнама запрещено ее ввозить, потому что не проходят какие-то там нормы экологические, спиднадзор или как-то. Рома, опять же, я уверен, что это зависит не от рыбы, а от места, где ее выращивают, либо ловят. Рыба-то здесь в чем виновата? Я просто говорю то, что я знаю факты про эту рыбу. Вот. И не зря по вкусу так и есть. Это прям, есть невозможно. Сразу такое ощущение, что наглотался болотистой воды. Да. Но я с тобой согласен, в принципе, по вот конкретно этой рыбешке, а абсолютно не согласен с тем, что весь пангасиус он такой. С этим я абсолютно не согласен, потому что когда я готовлю своего, например, он обладает намного менее таким вот выраженным вкусом, как этот болотистый. Хотя у меня, по большому счету, он тоже в болоте живет. Рацион питания, скорее всего. Здесь кормили его не пойми чем, а у меня он просто нормальным, хорошим комбикормом кормится. Наверное, из-за этого. Что же по итогу, господа, сказать? А именно, рыбные горшочки в общем и целом мне сегодня понравились. Другой вопрос, что каждая из этих рыбешек, на мой взгляд, стоит отдельного вкуса. Для этого, в общем-то, я их все сегодня и заказал. Какая рыба мне больше всего сегодня понравилась? А вы знаете? Сардина. А потому что именно такая готовка, на мой взгляд, для этой рыбы абсолютно полностью подходит. И вьюны вот эти, назовем их вьюнами, нежненькая. Единственное, что рыбка малюсенькая. А вот насчет кобии и особенно насчет пангасиуса, здесь просто действительно неудачный пангасиус. Лучше всего его поймать вот где-нибудь, где вы ловите, и там, чтобы вам его приготовили, а не вот так вот. Не знаю, где они его вырастили. Сегодня прям совсем он прудовый какой-то. Ну а что касается кобии, а это благородная рыба, на мой взгляд, я ее, кстати, готовил как-то. Вот здесь вот появится ссылочка на гриле. Огромная рыбина. Мы ее приготовили идеально. Она на осетра очень похожая и по жирности, и по вкусу. Там никаких, она морская рыба, никаких болотных привкусов. Поэтому многие виды рыбы, особенно морские, на мой взгляд, исключительно это на пару, либо на гриле. А если в случае с грилем, всегда уточняйте и говорите им, чтобы приготовили сочную. Ну, на мой взгляд, это местечко хорошее, потому что салатики, как минимум, здесь приятные. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. И у нас сегодня... Ровно так же, как и уже в последние выпуски, можно сказать, туристы занимают свою часть. Кирилл, скажи, пожалуйста, что больше всего понравилось? Что больше, самое главное, не понравилось сегодня? Наверное, начнем с салатиков, а потом по всем рыбам быстренько. Ну, салатики были вкусные, вот бокчой,
Morning Glory с чесноком. Так. Было вкусно. Единственное, Morning Glory не хватило насыщенности вкуса, вот соуса рыбного. Чуть побольше, но это для меня. Рыбного, устричного, Да, да, соевого, да, да, просто да, не хватило что-нибудь. насыщенности. Да, Хорошо, насыщенности. хорошо понял. Хрящики куриные. Да, еще хрящики Тоже, да, были. были ничего вкусные. Ага. Лук только был мало припущенный, сыроват, да. Хорошо, у нас еще было много рыб в горшочках сегодня. Какой горшочек лучший? Но мне больше всего понравилась сардина, вот по соусу, по вкусу. Ну, я люблю вот как килька в томатном соусе, Да. вот такой вот. Но там был нюанс, мне попался кусочек хвоста, а у него, как у тунца, на хвосте Жесткая жесткие, пластина. Да. И вот эти пластины, они не очищенные, вот оно доставило дискомфорта. Это недостаток. Это, кстати, вот к вопросу о том, как готовят. У сардинки действительно ровно такой же момент присутствует, как у тунца, и с хвостика это нужно срезать. Еще и под передним плавничком ровно такая же штука есть. Должны чистить. Мы вот с Романом хвостик съели, нам вроде не попалось, да, Ром? Тебе попалось? А мне нет. Ну ладно. Хорошо, это самое вкусное из рыб на сегодня. Кобия тоже была вкусная. Так. Но немножко соус не зашел. Как бы Ага. соус убил вкус рыбы. Ага. Больше чувствовался сам соус, а не рыба. В целом я здесь с тобой полностью согласен. И, очевидно, больше всего не зашел Пангасиас. Пангасиас. А-ля сом. а-ля сом. Вот ты скажи, ты вот из Беларуси приехал, у вас пангасиус есть? У нас есть. Продается филе замороженное. Но его, когда готовишь, он получается такой разлезлый, Рыхлый. рыхлый. Ага. Ну, то есть перемороженная рыба уже как бы не то. Ну, не то. Здесь вот я спинку попробовал, она плотненькая, по консистенции хорошая. А у нас это уже не то получается. Но и по вкусу все равно вот болотистость осталась. Да, болотистость, да. То есть, другими словами, доезжающий к нам Россия, Беларусь, Украина, неважно, пангасиус, он все-таки может быть не настолько вонючий, Да. но при этом консистенция другая. Да. Ну вот. А здесь он остается, пускай жевабельным, приятным, а вот, извиняйте, по поводу того, где выращен. Ну, мы вот 2 дня как приехали во Вьетнам. Во Вьетнаме в первый раз. Пока все очень нравится. Приехали с семьей, вот с маленькими детьми. На что обратить внимание следует, это все-таки очень агрессивное солнце. Даже крем SPF 90 купили, помазались, все равно дети сгорели. Да и мы тоже с женой сгорели. Серег, но это, скорее всего, вы взяли на себя такую вот лихую ответственность выйти, наверное, в районе там полудня. Да, наверное, в бассейне сидели в это время. А, еще и в бассейне. Да, еще и в Я бассейне. прошу прощения. Господа, конечно же, так поступать не стоит, потому что особенно вода, особенно полдень, здесь это, ну, действительно, вы сгорите в любом варианте. Потому что здесь с 11 до часу или даже, может быть, до 2 До 2, дня, да, это самое мощное солнце. Если, ну, вы сгорите в любом случае, вам никакой крем от загара не поможет, тем более, если вы рядом с водой. Вы же понимаете, это на вас двойные лучи, как бы после преломления и поляризации будут действовать. Короче говоря, загорать лучше всего, если ранние пташки с 6 где-нибудь до 9 утра. А для тех, кто попозже, ну, например, с 8, ну, максимум до 10. Все, с 10 и до 2 часа дня лучше все-таки находитесь где-нибудь, ну, под вот этим вот пляжным зонтиком, да, и прочими вещами, где-нибудь в теньке. Ну, а вечером смело, конечно же, выходите и гуляйте. И лучший загар либо утренний, либо вечером с 4 где-то до 6. Это тоже можно смело делать. Там кремчик можно уже такой не сильно агрессивный, в районе там 30-40 единиц, будет все в порядке. Ну и хотелось бы Костяну благодарность сказать по поводу того, что организовал здесь проживание, трансфер. Я его не заставлял это говорить. Организовал все, мы купили только билеты. Вот. Поэтому, если хотите, не стесняйтесь, обращайтесь.
пишите, отвечает моментально. Буквально я написал первое сообщение, буквально через 15 минут Костян ответил, и мы уже дальше по переписке все начали организовывать и все организовали. Так что Костяну лайк. Спасибо тебе огромное, Серег. Дай бог не последний раз приезжаете, потому что сделаем все. Недаром я пишу, что, ребят, обращайтесь. Никаких сложностей с этим нет. Взяли билеты, остальное все сделаем. Вот вам живой, живее всех живых пример. Это одна из моих дочерей Анжелика. Расскажи, Анжелика, что тебе сегодня понравилось из еды, то, что мы кушали? Мне понравилось все. Все, а что ты кушала? Я кушала рыбку, картошечку. Что еще? Рис ты не кушала? Хорошо. А рыбка, что тебе в рыбке понравилось? Ну, мне понравился ее вкус. Вкус какой? Он сладкий, не сладкий? Ну, вкус был больше соленый, но тоже немного сладенький. А расскажи, вот мы первый раз прилетели во Вьетнам. Что тебе здесь больше всего понравилось? Море, А море что? Волны? да, волны понравились. Скажи, а ты фрукты кушала экзотические, которых Да. у нас нет? Да. И что тебе понравилось из фруктов? Ну, Манго, мне понравилась манго, джекфрукт, еще, да? Драгонфрукт. джекфрукт, драгонфрукт да. понравился. Они здесь все спелые, вкусные, сочные. Да. Что ты можешь сказать зрителям? Приезжать во Вьетнам? Да. Приезжайте во Вьетнам, обращайтесь к Костяну, да? Да. Порядочек. Ребятки, вы мнение все слышали, так что готовьтесь ковыряться. Остро? У меня атрофированный вкус остроты. Ну, чуть-чуть, может быть. Нет, они совсем не острые.